Девчонки, иду довольная, как слон. Несу посылочку от Ольги Вовк. Ольга Александровна, спасибо вам. Моя долгожданная посылочка, небольшая, ребята. Но там два обалденных биглипчика. Так, девчонки, я уже просто сгораю от нетерпения. Хочу заглянуть, посмотреть, что в коробочке. Так, не знаю, я такая нетерпеливая. Кстати, Оля мне отправила орхидею вчера, потому что на Фейсбуке она написала, что вот вам список. Ой, что там интересное. Сейчас посмотрим. Оля всегда какое-то пожелание красивое положит. Написала, опубликовала списки, кто уже оплатил. Так, девчонки, томлю вас в ожидании. Ух ты! Так, девочки, вы видите? Хорошо видите? Так, посмотрите. Thank you. Ну и так всегда. Ух ты, девчонки! Оля, спасибо. Посмотрите, такие вот с названием ставить в горшочек. Все, я вот таких хочу купить. Надо у Оли спросить, где она такие. Ну, она же там заказывает орхидеи, наверное, ей привозят вот такие штучки. С бабочками, девочки. Все, я сейчас прямо... Мне вот уже срочно надо вот такие красивые штучки. Представляете, какая красота. Так, и пожелание. Успех – это максимальное использование способностей, которые у вас есть. Соглашусь. Ну и красотки. Ну и красотки. Девочки, я вам ставлю фотографии этих красоток. Мне всегда нравится распаковывать китайскую прессу, находить с иероглифами. Видите, сколько пользы. Так. Китайскую прессу потом почитаем. Боже, 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 боже. Так, уберу коробку, девочки. Боже, боже, какая красота. Как они здесь запакованы. Эти красотки. Они маленькие. Они маленькие. Это прям для них. Это вот две орхидеи. И будет два названия, короче. Два названия. Слушайте, я даже не посмотрела, как они называются. Вернее, я посмотрела, но я забыла, как они называются. Но это два, девочки, интересных биглипа. Они такие маленькие. Боже мой, посмотрите на этот сверточек. Это что-то. Посмотрите на этот сверток, девчонки. Вообще. Ой, мама дорогая. Но это такой, знаете, волнительный момент. Распаковка. Ой, главное, чтобы ничего не повредить, а то я сейчас там что-то еще отрежу. Да я могу. Ой, боже, я прям возле листика. Аня, дать бы тебе по рукам. Боже, какие они маленькие. Девочки, посмотрите. Я вот так. Боже, какая малышня. А я что-то думала, что они 2,5. А ничего. Боже, там такие козявки, девочки. Посмотрите на эти козявки. Козявки из Азии. Боже, когда же вы зацветете у меня? Ой, их надо отпаивать, девочки. Прям вообще. Вот этот номер 1729, он хочет пить. Боже, козявка. Он корешок у нее. Посмотрите на эти козявки, девчонки. Надо, знаете, прям по капельке, по маленькой капельке отпаивать. Ой, что-то я прям переживаю вот за этот экземпляр. Ну, а это, кстати, влажная. И получше она вот не просушенная сильно.
Видите? Не такая сильно просушенная. И корешки в активном росте. А тут написано... Это... Вот, девчонки. Вот. Да, я показываю. Чокол. Что-что? Короче, шоколад. Это все, они обе шоколадки. Но это поядренее. Видите, какая ядреная. Такая вот. У нее листик получше, корешки. И она мокроватая. Оля ее поила. Ну, я думаю, что они, наверное, может, пришли такие. Так, боже, их и поставить невозможно. Как ее поставить? Как тебя поставить? Ты падаешь, надо какие-то стаканчики одноразовые и в них поместить. Боже, она падает. Девочки, сейчас я эту буду, знаете. Давайте сейчас мы ей вот так... Ой, сейчас я возьму шприц. Пациенту надо дать воды. Но она совсем высохла, смотрите. Вообще высохшая, девчонки, высохшая, высохшая. Надо ей чуть-чуть дать водички. Вон корешок просит питки. Ласточка ты моя, тургор потеряла. Сейчас мы тебя напоим чуть-чуть. Так, девчонки, сейчас пойду возьму такой, знаете, шприц небольшой. Наберем водички и дадим ей водички. То и не будем давать, она нормальная. Вот этой дадим. И надо будет их обрызгать от вредителей. Так, девчонки, я взяла вот такой вот, у меня есть от Нурофена шприц. Налила водички. Ой, дадим капелюшечку попить. Я вообще нижним поливом, но здесь надо, наверное, все-таки чуть-чуть дать водички. Так, аккуратно, Аня. Аккуратно. Боже мой, бедненький. Что ж ты так просох сильно? Ты такой несчастный маленький, но листик растет. Девочки, вот так с ними, как с детками, возимся, да? Тут, кстати, был листик, вот я вам сейчас покажу, вот здесь. Вот видите, чешуйка. Вот куда я показываю, девочки. Вот чешуйка. Я ее пока не буду трогать. Ей бы тут в себя прийти. Девочки, вот так надо по чуть-чуть спаивать. Боже. Слушайте, оно даже еле впитывается. Я забываю, что камера вот здесь, с этой стороны. Манюнька. Манюнечка. Ага, уже начала снизу бежать водичка. Такое ощущение, что оно как-то мимо. Вот, девочки, надо будет каждый день по вот такой, по пару капелек. Потому что если сильно много дашь, так оно вообще чуть-чуть. Девчонки, как вы отпаиваете? Тоже по чуть. Ну, давайте еще. Мне прям жалко ее. Сказала по чайной ложке, а сама уже тут вторую столовую набрала. Ну вот позеленел. Позеленел корешок. Понимаете, они же еще к нашей воде не привыкшие, чем их там поливали. Чем вас там поливали? Какими-то, ну, там же другая вода. Ой. Ну вот этот кустик поядрёнее. Такой прям, ух, нижний лист немножко какой-то такой с пигментацией. Не, ну он получше, он в таком более веселом настроении. Ну вы знаете, у меня все орхидеи от Оли прекрасно себя чувствуют. Вы видели, я вам здесь снизу дам ссылку под видео. Злюка моя цветет прекрасно сейчас. Я хожу все время, веселюсь. Веселюсь, она такая замечательная. Ой, девчонки, ну вот сейчас я вам повставляю в этом месте. Пока я тут буду поливать, вы посмотрите, как цветут эти девочки, которых я купила. Они меня просто, так знаете, вот на картинке у садовника, они меня просто, ну вот, впечатлили. Листик немножко, вот даже этот начал лист терять тургор. Но я надеюсь, что постепенно он вернется. Да, все будет нормально.
У меня Квин тоже в таком состоянии немножко, но она уже и листик начала новый растить, и корешки, поэтому все хорошо. Девочки, я вам в следующем видео покажу все свои азиатские орхидеи, которые у меня уже по несколько лет. Сезам мой, вы все его знаете. Так, но мне кажется, что вот она начинает прям на глазах, немножечко тургор у нее появляется. Может, мне так кажется. Девочки, мне вообще хочется ее окунуть полностью, но не знаю. Но знаю, что нельзя. Так, красотка, пока тебе этого хватит. В общем, девочки, я ей, наверное, еще вечерком дам водички, а эту я еще не поливаю. Она прям тяжеленькая, и чувствуется, что она поливалась. Такие вот две девчонки. Вот такие вот две подружки. Все, ребята. Сейчас я еще протру, кстати, листики. Да, вот листики я сейчас протру. А знаете, чем я протру? Сейчас я вам покажу, что у меня есть для протирания листиков. Я когда-то купила, вот оно, зеленое калийное мыло. Я пару капелек капаю в водичку. Тут написано 40 мл на 1 литр воды. И смотрите, написано, что это биоинсектофунгицид. Только единственное, что я не знаю, какой у него срок годности. В общем, я сейчас капну водичку и протру им листики. Давайте вместе это сделаем, ну, чтобы уже не было скучно. Девочки, не могу найти спонжи, только нашла. Обыскала всю квартиру. В общем, все как обычно. Так, для каждого товарища свой спонжик. Так, я эту же водичку возьму в мисочке сейчас, девочки. Так, полежите на китайских газетках. В мисочку сейчас я налью водички. Чуть-чуть. Девочки, я все на глаз делаю. Так, я наливаю вот так чуть-чуть. Разбалтываю, размешиваю. Ну, такое становится. Мыльное. Так, беру спонжик. Так, что-то, девочки, вообще ничего не видно. Беру спонжик. Хорошенечко его вот так. Давай, красотка, ты у нас без тургора, мы тебе первую протрем. Заодно тебе влаги через листик дадим. Живительной. Боже, аж страшно до нее дотрагиваться. Потеряла, девчонки, она тургор. Обратная сторона листа такая, видите, баклажанная. Так прям полью ее. Искупаю. Ну, обалдеет. Ну что, в теплице что же, наверное, с душа поливали. Так, оживай, оживай. Моя ласточка. Вот так. Так, девчонки, давайте ей. Я потом выясню название. О, будет вот с такой бабочкой. Ой, ну я надеюсь, что она отойдет. Так, намочила спонж. Второй пациент. Но этот пациент более в лучшем состоянии. Я вот так прямо, смотрите, пообливаю хорошенечко, протру листики, помою. А вот так, если вверх ногами перевернуть, можно вот так пообливать. Смываем всех паразитов. Потереть. Прям мне захотелось их искупать. С дороги. Знаете, как пришел с дороги и в душ. Так и девочки с дороги. Чтоб стресс снять. То ехали они из Киева. Сначала ехали из Азии в Киев. Потом из Киева в Одессу. Вот так. Все. Если что-то попадет туда, так шейку тоже вот так покупаю. Все, девчонки.
А такие мы красивые, симпатичные. У нас вот такая красивая бабочка. Сейчас мы ее сюда. Слушайте, девчонки, мне так понравились вот эти штучки. Ну, только вот где у нас купить? Наверное, у продавцов орхидей. Надо будет у Оли спросить, заказать. Вот. Вот такая красота. Только они не стоят, девчонки. Ну, я их сейчас, знаете, что я сейчас возьму. Я сейчас не буду мох разбирать. Я где-то, когда они адаптируются, наверное, ну, дам им на адаптацию месяцок, а может и больше. И вот когда они адаптируются, я их буду с этих стаканчиков изымать и распушивать вот этот мох. И в больший объем садить. Так что, а пока они пускай адаптируются немножко. Корешки есть, но они прям такие сухие. Но надо аккуратно, чтобы не навредить. Так, вот так еще. Вот так. Все. Стряхнула. Все, девчонки, вот такие вот красотки у меня появились сегодня. Ой, бриллиантики. Бриллиантики. Посмотрите, не хотят стоять. Ну ладно. Все, друзья мои. До встречи на моем канале. Надеюсь, они будут растить свои красивые листики, корешки. И наступит время, когда они порадуют нас своим цветением. Пока-пока! До встречи на нашем канале. Пока-пока! Девочки, отпаиваю. Сегодня дала еще столовую ложечку сюда вниз. Оля вчера написала, она говорит, не переживай, я их так отпаиваю, говорит, по чуть-чуть, и все будет нормально. Я очень надеюсь. Сейчас еще этой предложу ложечку. Она была влажная. Сейчас я поместила их вот в такие стаканчики, видите, свои. И они лучше стоят в этих стаканчиках. Думаю, все будет нормально.